Второй шаг культивации – это цель, к которой стремится Ван Линь. Цель этого этапа – нирвана, и с каждым повышением уровня законы природы проявляются все яснее, поэтому в конце этого этапа высока вероятность формирования собственной дао-сущности и прорыва к третьему этапу. Преодолев круговорот реинкарнации, Ван Линь вступил в высшее царство нирваны и, обладая силой, способной перевернуть небо и землю, открыто вернулся в секту Всезнающего. Вся секта была потрясена. Божественные чувства бесчисленных экспертов переплелись между собой, а многие в ужасе воскликнули: «Этот человек больше не дракон, запертый в пруду». Его бывшие соученики потеряли дар речи. Даже владыка меча Линь Тяньхоу был потрясен. Его дао уже превзошло мое намерение меча. Его четвертая старшая сестра, Жао Синьмен, которая когда-то доверила свое сердце Ван Линю, увидела, что после возвращения в секту он уже стал личным учеником всезнающего Тянь Юньцзы. Более того, ему была передана высшая бессмертная техника – искусство небесной резни, после чего его отправили закаляться в землю духов демонов. Однако истинной целью Всезнающего было лишь дождаться, пока Ван Линь станет достаточно сильным, чтобы затем поглотить его и завершить собственное совершенство. Постепенно Ван Линь сам раскрыл этот секрет. Поэтому в земле духов демонов он ослушался секты и начал искать путь к спасению. Именно там, по счастливой случайности, он получил жетон Бессмертного Императора, который давал право открыть пещерную обитель Бессмертного Императора Цинлиня. Из-за этой роковой встречи Ван Линь оказался втянут в загадочный черный вихрь и был заброшен в звездную область Лотянь. В незнакомом мире он сражался и прокладывал себе путь вперед, а его культивация росла ужасающими темпами. К тому времени, когда между звездной областью Лотянь и звездной областью Альянса вспыхнула война, Ван Линь уже вернулся на планету, бросающую вызов небесам. Тогда его культивация достигла начальной стадии постижения нирваны, или куйне, чего уже было достаточно, чтобы сражаться против экспертов уровня очищения нирваны. Он больше не боялся Всезнающего. Даже если пока еще не мог победить его, сохранить собственную жизнь для него уже не представляло особой сложности. Всезнающий давно предвидел этот день и знал, что Ван Линь обязательно появится. На главной площади секты собрались бесчисленные культиваторы. Все они ждали только его, чтобы заполучить жетон Бессмертного Императора. Бай Вэй подняла голову к небу. Ее сердце было охвачено смятением. Она едва могла поверить, во что превратился ее старый знакомый. Рядом с ней ее старший брат Джао Тинсан смотрел с ненавистью в глазах. За эти годы он прорвался в стадию Вознесения и даже вошел в сферу пустоты Инь, поэтому был абсолютно уверен, что не слабее Ван Линя. В другом месте четвертая старшая сестра, которая когда-то была вынуждена участвовать в предательстве Ван Линя, все еще испытывала глубокое чувство вины, хотя и подарила ему технику великой телепортации в качестве компенсации. Немного дальше стоял юноша в синем одеянии Сыма Жуфэн, также участвовавший в той давней осаде. Сейчас он молча наблюдал за происходящим. В этот момент все люди в секте, которые когда-либо знали Ван Линя, испытывали разные чувства, однако почти никто не верил, что он сможет уйти отсюда живым. Под взглядами десятков тысяч людей на горизонте появилась фигура в белых одеждах. Черные волосы развивались на ветру, а походка была спокойной и свободной. Это был Ван Линь. Многие сразу его узнали. Даже Линь Тяньхоу, сохранявший внешнее спокойствие, был глубоко потрясен. Ван Линь действительно достиг уровня куйной нирваны. Между его бровей сияла необычная метка, свидетельствующая о невероятной удаче и великом наследии. Несколько старейшин удивленно переглянулись. Кто-то тихо прошептал: «Это метка алой птицы». Ван Линь спокойно поклонился Тянь Юньцзы. Глаза Тянь Юньцзы сверкнули, но он мягко ответил на приветствие и лишь напомнил, что некоторые старшие хотят задать ему несколько вопросов. В этот момент из-за спины Линь Тяньхоу вышел мужчина средних лет и громко обвинил Ван Линя в том, что тот убил учеников секты Великого Меча Ло в земле духов демонов, оставив в живых лишь одного из 12 детей меча. Ван Линь спокойно посмотрел на него и холодно спросил: «Кто дал тебе право разговаривать со мной таким тоном?» Лицо Линь Тяньхоу помрачнело, однако он остановил своего человека и одновременно признал, что сам не может смириться с тем фактом, что Ван Линь всего за несколько сотен лет достиг нынешнего уровня. Эти слова потрясли толпу. Бай Вэй была ошеломлена. Джао Тинсан застыл как громом пораженный. Никто не мог представить, что Ван Линь прогрессировал настолько быстро. После этого несколько старейшин начали расспрашивать его о земле духов демонов и особенно о жетоне Бессмертного Императора.
Ван Линь без колебаний признал, что действительно получил этот предмет, однако объяснил, что сделал это исключительно ради спасения собственной жизни и был вынужден бежать. После этих слов атмосфера резко накалилась. В глазах старых монстров вспыхнули жадность и настороженность. Некоторые прямо потребовали отдать жетон. В этот момент Линь Тяньхоу внезапно атаковал. Ван Линь спокойно ответил ударом кулака. Черный туман закрутился вокруг его руки, сопровождаемый раскатами грома, и столкнулся с Ци меча. Но в критический момент вмешался Тянь Юнцзы. Семицветный ветер рассеял обе атаки и восстановил спокойствие. Его голос оставался мягким, но был наполнен властью. Он напомнил Линь Тяньхоу, что это территория секты Всезнающего. Однако Линь Тяньхоу не собирался отступать. Он громко спросил, не собирается ли Всезнающий присвоить жетон Бессмертного Императора себе. Тянь Юнцзы спокойно ответил, что пока Ван Линь не предал секту, он остается ее учеником, а потому никто не имеет права нападать на него по своему желанию. Но Линь Тяньхоу все равно не отступил. Он заявил, что бесчисленные ученики секты Великого Меча Ло погибли от рук Ван Линя, поэтому тот должен принять 3 удара меча для завершения старой вражды. При этом он открыто дал понять Всезнающему, что если тот продолжит мешать, то не побоится начать новую войну. Перед лицом такого противостояния Ван Линь оставался совершенно спокойным. Первый меч. Ци меча вырвалась вперед словно дракон, разрывая небеса. Ван Линь сосредоточил божественное чувство и встретил атаку ударом кулака. Пространство содрогнулось. Он отступил всего на 2 шага, сохранив спокойное выражение лица. Второй меч оказался еще более острым и яростным. На этот раз Ван Линь не отступил, а сделал шаг вперед и громко рассмеялся. Его кулак устремился вперед, а между бровей вспыхнул звездный свет. Одновременно появились 27 летающих мечей, образовав формацию мечей, которая ринулась на Линь Тяньхоу. Вся площадь содрогнулась. Даже всезнающий Тянь Юнцзы был тайно поражен. Третий меч. На этот раз Линь Тяньхоу больше ничего не сдерживал. Он использовал свою сильнейшую божественную способность. 4 меча первозданного духа слились воедино и устремились прямо к Ван Линю. Ван Линь оставался невозмутим. Он призвал еще больше мечей, всего их стало 45. Они образовали гигантский вихрь мечей, а сам Ван Линь одновременно применил искусство отсечения небес. Если бы Всезнающий вовремя не защитил окрестности, вся планета могла быть разорвана на части. В итоге Ван Линь был отброшен назад, однако свет меча Линь Тяньхоу также оказался уничтожен. После этого Линь Тяньхоу больше не атаковал. Вместо этого он громко рассмеялся и объявил, что с этого дня вражда между ним, сектой Великого Меча Ло и Ван Линем считается завершенной. Он признал право Ван Линя владеть жетоном Бессмертного Императора и заявил, что в будущем они смогут вместе исследовать обитель Бессмертного Императора. С этими словами он увел своих учеников. Ван Линь понимал, что за действиями Линь Тяньхоу скрываются собственные расчеты. Однако сейчас было не время заниматься этим вопросом. Все присутствующие культиваторы были глубоко потрясены. Байвэй расплакалась. Теперь никто уже не смел создавать проблемы. Даже обычно холодная 4-я старшая сестра смотрела на Ван Линя совсем иначе. Никто не мог совместить в своем сознании образ прежнего юноши с нынешним культиватором в белых одеждах, который уже стоял на одном уровне с Линь Тяньхоу. Старые монстры начали постепенно расходиться. Одни приглашали Ван Линя в гости, другие предлагали обсудить путь культивации. Все они уже воспринимали его как равного себе. Когда площадь окончательно опустела, там остались только всезнающие Тянь Юнцзы и Ван Линь. После короткого молчания Тянь Юнцзы спросил его о дальнейших планах. Ван Линь уважительно ответил, что хочет вернуться в землю духов демонов. Всезнающий кивнул и заявил, что Ван Линь полностью достоин этого. Он также раскрыл еще одну тайну. Ван Линь оказался не только истинным громовым бессмертным линией всех небес, но и одним из 3 избранных наследников родословной Алой Птицы секты 4 святых. Услышав это, Ван Линь сохранил молчание. Ранее он ничего не знал о наследии Алой Птицы, однако крепко запомнил эту информацию. Вернувшись в павильон Пурпурного леса, он сидел возле масляной лампы и наблюдал за ее мерцающим пламенем. Свет то становился ярче, то тускнел. Точно так же выглядел и сам Всезнающий. То ясный, то загадочный. Словно внутри одного тела скрывались бесчисленные воплощения. Пока Ван Линь не размышлял, за дверью послышались легкие шаги.
Появилась женщина в светло-фиолетовых одеждах. Это была его 4-я старшая сестра. Сложные чувства отражались в ее глазах. После короткого колебания она тихо произнесла: «Ван Линь, ты действительно вернулся». Да, это будет интересный момент. Напишите в комментариях, если вы ждете новую силу Ван Линя. Спасибо большое за просмотр и поддержку выхода новых роликов. Ставьте лайк и всем пока.